девочки, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро. С вами сегодня, как обычно, Вероника, то есть я. Так, расклад, с которого я начну нашу новую неделю, это расклад на чакры. Насколько я помню, это у нас уже 4-й сеанс, то есть прошел месяц. И тенденция изменений, конечно, туз пентаклей, ребят, но уже о чем нам это говорит, о всем прекрасном. Тенденция изменений в лучшую сторону идет у многих из вас однозначно, так как мне есть с чего брать эту информацию. Во-первых, это ваши комментарии, во-вторых, это ваши сообщения мне в личку. По поводу этого огромная благодарность всем моим и подписчикам, и просто гостям канала, которые дают мне обратную связь. Благодарю вас за ваши комментарии, за то, что вы делитесь вашими историями, за то, что вы, как я уже говорила, я очень ценю доверие, за то, что вы мне доверяете. Так. Второе, о чем хотела бы сказать, это о донатах. Давайте скажу так, да, я не буду сейчас конкретизировать, то есть имен, фамилий я называть не буду, но передаю огромную благодарность эльфу-торговцу. Кто смотрел теорию Большого Взрыва, те в курсе об этой фразе. За его донат. Благодаря этому донату у нас теперь есть возможность писать видео в более лучшем качестве. И надеюсь, вам это понравится, изменение. Туз пентаклей, десятка кубков. Ребята, коррекция жизни у вас идет отлично. Все просто замечательно. Ну, сейчас посмотрим в деталях. Итак, третий вопрос, который бы я хотела поднять. Товарищи, господа, так как я тетка взрослая, я не маленькая девочка, это во-первых. Во-вторых, я ко всем вам отношусь уважительно. Это во-вторых. И в-третьих, я имею на то право и призываю и вас отвечать мне полной взаимностью в этом вопросе. Относитесь, пожалуйста, и вы ко мне с уважением. Сообщения по типу «посмотри», «расскажи». Вот такие сообщения с проходняка, как с подруженцей, мной не воспринимаются. Более того, я очень тихонечко, аккуратненько сразу блокирую этих людей. По какой причине? Причину можно объяснять много, особенно с точки зрения психологии. Но, так как я не врач, да, а точнее вы ко мне не обращаетесь за тем, чтобы я вам поставила диагноз, тратить на вас время, уж надеюсь на ваше понимание, я не стану. И на этом все. Те, кому это адресовано было, надеюсь, сделают выводы. И у меня надежда на то, что вы воспримете это с пониманием. Просьба адекватна. Ну и как бы на уровне уже, наверное, взрослых людей, да. Итак, что хочу сказать по раскладу. Теперь мы переходим к нему. Глядите, я сегодня еще буду брать в помощь себе оракул теней. Почему-то мне так пошло. Мы уже 4-ю неделю проходим какие-то трансформации.
Смотрим эти трансформации по чакрам. И сегодня мне пришла инфа, что нужен оракул теней. По нему выпал род, обнуляет какую-то ситуацию. Причем очень жесткую. Почему? Сейчас объясню. Во время выкладки вот этой колоды Таро Веретника вверх и низ, вот смотрите, переворачивается карта наставника. Кто-то к кому-то обращался. Какой-то человек для вас очень важен в вашей жизни. То есть он выпадает наставником, но это также может быть и практик, да, маг. Не обязательно, что это ваш духовный учитель. Возможно, вы к кому-то постоянно обращаетесь, ну вот на консультацию, да, к тарологам каким-то, к эзотерикам. То есть это туда же можете отнести. Так вот, вот эту колоду закрывала и открывала две карты. Неупокоенные и, короче, еще одна карта. Сейчас не вспомню. Короче говоря. Так, ребят, ну что я вам хочу сказать. Чудеса на виражах уже начинается перед имболком. Короче говоря, у меня почему-то отключилось видео. По этой колоде выпадали две карты, о которых я говорила, да. Они показывали на неупокоенных и на подселенцев. Следующий момент, который колода показала, это то, что ваши ангелы-хранители обрели власть. Смею предположить, что обрели они ее благодаря вашей некой проработке себя. Так, это из того, что помню. Из того, что говорила после, в общем, уже я, конечно, не вспомню, ребят. И посмотрим, что будет дальше с видео. Если уж в начале у нас такие чудеса. Короче говоря, выкладку я сделала. И давайте-ка будем с вами смотреть. Нет, пока не будем смотреть. Все-таки я выложу все карты, а потом мы будем уточнять по каждой чакре. Я же говорю, уже начались чудеса на виражах. Недоброжелатели, конечно, очень за эти дни разнервничались. Вот, многие из вас могли это заметить, но на них особо мы не будем заострять наше внимание, да, потому как мы идем своим путем. И в принципе, как я говорила в прошлых видео, что окончить войну — это тоже искусство. Главное, понимаете как, не вкладывать туда свою энергию. Правильно распределять потоки ее. Так что вот так. Теперь буду дергаться, потому что вдруг опять выключится видео, чтобы вы понимали. Оно не просто выключилось, у меня даже не включалась камера. Так, смотрим, что у нас по первой чакре, ребят. Защиты. Защиты хорошие поставили себе. Уж не знаю, что вы там делали, глядите сами, но это вам очень хорошо помогло. К своим мечтам идете, на свои инстинкты заостряете свое внимание, то есть слушаете внутренний голос. Здесь сила, здесь тайное знание от рода. И защиту, кстати, вам, возможно, даже подсказали, как сделать во сне. Рунами, ну хорошо. Исцеление первой чакры, отлично. Можете делать выводы по поводу тех работ, которые вы совершали для себя на защиту. Вообще идеально. Вторая чакра. Оп-оп-оп.
А вот здесь-ка у нас идет блокировка. Блокировка эмоций, нерешительность, застряли перед трудным решением вы. Бездействие вас ни к чему не приведет. Но прежде чем что-то предпринимать, я вам хочу сказать, ребят, у вас мало информации. Есть тут два варианта. Здесь знаете, что мне первое пошло? Секунду. Кто-то из вас, возможно, обращался к врачу по поводу того, чтобы забеременеть. Что-то вот с этим у вас вопросы могут быть. Либо по женской части. Мальчики, переворачивайте на себя, были какие-то проблемы с этим. То есть с потенцией и еже с ним связано. Второй вариант идет, знаете чего? Блокируют ваше восприятие информации от какого-то наставника. От какого-то человека, который вас может вывести к этому плодородию. Либо вы узнали, что вот у вас есть проблемы, да, но вы как-то сказали: нет, я все решу, пускай на данный момент у меня этот диагноз, но я все исправлю и все это пройду. То есть, если вам поставили, к примеру, диагноз, не можете забеременеть, к примеру, я говорю, вы здесь заблокировали вот эту панику, вот этот вот перепад настроения, да, там, отчаяние, и сказали: нет, я буду действовать и обязательно добьюсь своего. Хочется мне еще тут кое-что посмотреть. Ну, на второй чакре есть, ребята, есть воздействие. Вторую чистить. Да, здесь у вас страх риска. Возможно, еще идет, знаете как, боитесь, страх больших денег. Страх славы, страх выйти на сцену, ну это я так образно говорю, страх показать себя, свои таланты, свои возможности, понимаете, вот что-то из этой области. Плюс вы здесь еще заблокировали себя на определенные эмоции. Вот здесь четко видно, возможно, вы вообще просто перекрыли кому-то доступ к телу, так сказать, недобро. У меня снова вопросы с камерой. Кому-то очень не нравится то, что я это говорю, поэтому прошу прощения, там кадр будет плясать, в общем, и надеюсь, сейчас вам все видно. Остановилась я на том, что кого-то вы не допустили к своему телу, какого-то недоброкачественного партнера. Так, и третью чакру смотрим, ребят. Так, третья чакра, мальчики и девочки. Скучаем, да, вспоминаем о прошлых отношениях, вспоминаем о том, как в детстве во что-то лучшее верили. Много эмоций, причем вам не нужных, и причем это наведенные вещи. Кто-то из вас писал про рыбу в комментариях. Вот для вас еще раз, да, рыбу в подношение. Водой очищаться, чистки, связанные с водой, той же делать. Уходить от воспоминаний о прошлом.
Здесь это сделано для того, чтобы забрать ваши доходы, вашу власть, вашу силу. Но в основном, понимаете, это сделано для того, чтобы обрести власть над вами. Вот третья чакра здесь и пришла к нам. То есть финансовые каналы чистить обязательно. Обязательно. Так, четвертая, сердечная чакра. Смотрим, что здесь. То хорошо, то плохо кидает нас, да? Ребят, здесь вам нужно, во-первых, сохранять оптимизм. Даже я скажу так, во-первых, здесь нужно сосредоточиться вам на настоящем моменте. Уходите от вот этих вот... От вот этой ностальгии, понимаете? От этих воспоминаний, они только сжирают ваши ресурсы. Плюс чистка третьей чакры обязательно. На четвертой чакре защита стоит от неупокоенных. Это могут быть и предки-духи вашего рода. Здесь хорошо все, здесь защита классная стоит. Но еще болтанка присутствует, то есть да, то взлеты, то падения будут. Будут. Ну-ка посмотрю. Взлеты и падения из-за чего? Смотрите в будущее, но еще как-то не уверенно, да? То есть подготавливаете какие-то проекты, но уже открываете дверь в новые возможности, в свой рост. Простраиваете долгосрочные перспективы. Принимаете изменения. Вот эти вещи вам помогут уйти от болтанки. Хочу еще посмотреть защиту, уточнить. Да, смотрите, карта выбора выпадает. Здесь вы болтаетесь. Хотят, чтобы вы сомневались, понимаете, не шли по вашему пути, а следовали тому пути, который хотят вам навязать. Вот здесь четко вы отказались от общения с этим человеком, и его понесло. Так, смотрим пятую чакру. Здесь исцеление. Кто болел, тот выздоровеет. Или болеете, выздоровление будет. Здесь вам в группу людей нужно, или же клуб по интересам, короче говоря. Люди ваших вибраций должны вас окружать, не ниже. Но знаете еще что? Слишком резко в новаторство не уходите, то есть в новое, да, неизведанное. Вот придерживайтесь традиций. Ключи получаете. Здесь освобождение. Здесь хорошо по этой чакре. Это еще сейчас уточню. Вот эту карту. Короче говоря, блоки, которые были у вас на горловой чакре, на пятой, их нет. Да, здесь предки, духи вашего рода вам помогли, освободили от каких-то чужих проблем, и там подло люди по отношению к вам поступали. Вот освобождение здесь четко. И вы знаете, вы как заговорили.
Вы больше начали, к вам начали прислушиваться, да, ваше мнение стало ценным. Как-то вы обыграли ситуацию, когда теперь прислушиваются к вам. А раньше обесценивали ваши слова, ваши доводы, ваши... даже те мысли, которые вы выдавали речью. Здесь сила слова возрастает. Расклад сегодня идет с притормозом. Почему? Потому что я буквально каждые несколько минут проверяю, пишет ли камера. В общем, нужно разобраться еще с этим всем. Так, 6-я чакра. Что у нас по 6-й чакре? 5-ю я не трогаю. Сердце я еще посмотрю. Вот это посмотрю, и это нужно уточнить. 1-ю тоже не трогаем, здесь все хорошо. Здесь вы начали практиковать ментал однозначно. Здесь у вас идет действие и смелость. Вы прям взяли быка за рога в плане, давайте скажу так, в плане медитации, да? Вещи сны начали видеть. Вы сейчас меняете свои цели и свою жизнь, амбиции появились, напор, контроль определенных вещей в вашей жизни. Но смотрите внимательно, не поступайте безрассудно. Ранимость еще есть. Со временем предки вам покажут, где ваше слабое место, и нужно будет пройти урок, дабы проработать этот момент. Итак, 7-я чакра. Бум! Обнуление. Я поняла. Угу. Воздействие на вашу связь с родом производили, это раз. На связь с Всевышним, это 2. Пытаются обнулить. Вы через ментал, через визуализацию это немного подтягиваете, но все равно перекрывают. Итак, смотрю вот этот выбор, который по сердцу у вас идет, да? Что вы там мечетесь, в новое или в старое? Да в новое, ребята, в новое. Вам, тем более, уже предки ваши показали, что смотри, идешь в новое, получаешь плюшки, получаешь подарки. По чуть-чуть, постепенно, но вы уже заметили изменения, это точно. Какими-то новостями вас вводят в заблуждение. Ребят, пытаются вас обмануть. Выбор состоит в чем? Либо вы учитесь быть уверенным в самом себе, доверять своей интуиции, своему роду, либо вы доверяете чьим-то словам. Причем там бабка надвое сказала то, что они вам доносят. Вот в чем выбор. Вот в чем ваш выбор. Я думаю, не стоит говорить, что я снова прерывалась из-за технических вопросов. Девочки, мальчики, на сердце вам влияние через подселенцев идет. Возможно, у вас вплоть до того, что болит сердце. Знаете, вот здесь реально метание. Старое, новое, в новое, ребятки, в новое. Никак не в старое.
Старое здесь плохо влияет на вас. Сердце прям болеть может. Вот эти две карты, о которых я говорила в начале. Неупокоенные и подселенцы. И обе две эти карты выпали на сердечную чакру вам. То есть здесь, пожалуйста, вторая еще так себе, кто-то вам поможет. Третья, четвертая и седьмая обязательно чистить. Прорабатывать. Прочищать. Так, по сердцу все показали. Давайте начну уточнять со второй чакры. Все-таки посмотрю, что там. Ребят, вот этот джекпот, смотрите, на вторую вашу чакру выпадает и пророк, и совет знахаря. И здесь есть какая-то еще тайна, загадка. Может, работа закрывалась практикам, к которому вы обращались, да? Чтобы вот закрыть вот эти вот связи со старым, обрыв там сделать. Ну, там уйма чего можно делать, смотря какая у вас ситуация. Здесь у вас новая жизнь, и вам советуют практик, как прийти к плодородию, понимаете? Возможно, вы действительно обрыв связи сделали здесь, и понеслось, да? Что-то вы заблокировали по совету, и это плодородие вам... Короче, вот этот блок какого-то человека вам уже приносит определенные плоды, но... денежный канал вообще в нехороших, так сказать, вещах, и по сердцу очень долбят, плюс пытаются перекрыть связь с высшими силами вам. То есть здесь, в принципе, ничего страшного. На второй чакре прорабатывайте, но упорно на те, которые я сказала, третья, четвертая и седьмая. Вторая, все хорошо, в принципе, все хорошо, в том же русле и двигайтесь. То есть, если от какого-то человека нехорошего вы отошли, который поджирал ваш ресурс, все правильно сделали. Здесь человек вам хорошие вещи советует. Так, теперь смотрю третью чакру. По вашему денежному каналу очень бьет именно то, что вы сидите в воспоминаниях о прошлом, а не живете нынешним. Понимаете? Не живете. Вы энергию вкидываете в прошлое, а вам ее нужно вкидывать только в будущее. Ух ты, как интересно. Ребята. Все то, что я сказала, учли и прорабатывайте. Но, смотрите, у вас еще есть ангел-хранитель. За этим ангелом стоит его легион, давайте скажу так. И они вам помогают избавиться от этого прошлого. Короче, в чем суть? Если вы думаете, что вам сейчас очень плохо, и вы не знаете, как вырулить из этой ситуации, уйти, да, от этих мыслей из прошлого, поверьте мне, вот на определенном уровне, в одном из миров, идет бойня за вас. Понимаете? Бойня. Дабы вас не подчинили. Пойдите навстречу вашим ребятам, которые вот за вас просто дерутся. Привороты, вызовы, типа гармонизация отношений, это там еще у них называется. Вот эта тематика здесь фигурирует.
И это влияет на ваш финансовый канал, на ваше продвижение, на вашу стабильность. Поэтому приняли к сведению, сделали выводы и двигайтесь, да, в направлении к выходу из вот этого вот невежества, давайте скажем так. Почему невежество? Потому что вы здесь не по своей воле вспоминаете это прошлое. Понимаете, вам кажется, вот нахлынули воспоминания. Да хрен там. Уберите влияние на себя, вы как попрете вперед, вы даже не будете вспоминать там, ой, а то, а сё, а предали. Да фу, вам в рот, и у меня свои дела. По сердцу я уже вам рассказала. Вот теперь смотрю шестую чакру. Что там через время вам показать должны? Что через время должны показать? В чем ваша уязвимость? Ага. Сейчас буду я уточнять этот момент. Карты летят защиты, да, ребятки? Это хорошо. Смотрите, я сказала защита, и выпадает карта защиты. Ребят, не беспокойтесь, я ваши не коцаю. Даже не задеваю. Молодцы, молодцы, ничего не скажу, молодцы, правильно. Поставили на всякий пожарный, вот идет у нас имболк, 2 февраля. Обновите, подновите, добавьте. То есть уже хорошо все стоит, но добавьте. Лишними они вам не будут. Я вообще в восторге от того, как говорит эта колода и как ваши предки показывают вот эту информацию. Сказать, что они мне блокируют информацию, от вас нет. Я вас, я вижу, четко считываю информацию. Но для других ваши защиты по голове будут, ой, как хорошо отбивать. Здесь, классно. Здесь вы подтянули свой род. Давайте я вот так скажу. Уже больше к вам пришло. Больше сил. Вот эти моменты, которые вы сейчас проходите, вот и с этим прошлым, с этими воспоминаниями, и с этими метаниями, это нормальный процесс. То есть особо пугаться, что ах и ох, нет, это так у каждого проходит. Поэтому здесь не переживайте. Надо подумать. Вот суки. Вот, так. Короче, что хотят, ребят. Уже увидела, что не влазит вам вся карта. Что хотят? Поставить вас на распутье. По 6 чакре это я смотрю. По вашему 3 глазу.
В чем распутье, сейчас расскажу, но они боятся того, что вы делаете, той силы, в которую вы входите. Они боятся своего падения и пытаются вам сломить волю. В общем, учитывайте вот это все, разворачивайте в верное русло, и ваши недоброжелатели отхватят, ой, как очень хорошо. В чем маленький секрет, да? Посмотрела, какое распутье, куда же вас там ставят. Хотят, чтобы вы приняли чье-то чувство, либо чтобы вы кого-то полюбили. О ком вы там сидите, вспоминаете, да? А денежки сливаются туда. Хотят, хотят вас пробить по сердечной чакре, короче говоря, понимаете? И судя по тому, что я вижу, у них это получилось. Но это вам урок. Понимаете? Вот в данный момент времени вы можете оценить, какова настоящая цена меланхолии, вот этой вот отсидки в воспоминашках. Понимаете? Когда вы так останавливаетесь, вы перекрываете себе дорогу в будущее. И вот тот период, который у вас сейчас пойдет, вы попытаетесь это наверстать, посмотрите, как это будет тяжело, хотя у вас уже был прорыв и вас остановили. Вы увидите, как это было тяжело, и вот здесь начнется самое интересное и веселое. Вы начнете раздавать шаурму, давайте скажем так, всем вашим недоброжелателям. Вот пришло время, знаете, взбеситься. В прямом смысле этого слова. Точнее, оно придет. У каждого по-разному. У кого-то завтра это случится, а у кого-то через месяц, полтора, два, либо полгода. Знаете, чего они боятся? Они очень хотят, чтобы вы разочаровались в магии, в своей практике, в своих знаниях. Хотят вас обвести вокруг пальца. И якобы обесценить то, к чему вы идете. Ну, допустим, вы говорите, да, какому-то человеку, вот недоброжелатель, это ваш недоброжелатель. Говорите, смотри, я увидела сон, вот то-то, то-то, то-то надо сделать, ну, прям передают мне. А он говорит, нет, все это чушь, это бред, ты вообще во что веришь, давай-ка на завод с 7 до 6, так живут все люди. Ну, короче, вы поняли, в каком, да, ключе разговаривают с вами товарищи. Но знаете, для чего это? Они очень боятся одной вещи. Они боятся, что вы пойдете работать на кладбище. Если вы это уже делаете, они получили весточку от определенных сил за счет того, что вы обратились к ним. Здесь через погост это точно. Здесь вопросы, связанные именно с этим местом силы. И вот ваши недоброжелатели очень хотят ваше внимание переключить с ваших способностей, с вашего духовного продвижения, с пути, на котором вы поднимаете свои вибрации, обратно ввести вас в треугольники, облапошить, предать, воспользоваться вами. Надменные люди. Принеси, подай, иди, сами знаете куда, не мешай, поклоняйся мне тут. Понимаете, вот такие вот товарищи. Лицемерие, ой, много лицемерят. Эти люди сейчас чего-то лишены. Это может быть и эмоции, и даже опа-па-па-па-па-па. Короче говоря, ребята, что вы там делали, продолжайте. Их защиты слетели напрочь после вашего похода на кладбище, после вашего обращения к человеку знающему. Если вы не обращались к кому-то, это ваш род вышел. Это знахари, это шаманы, это ведуны, ведьмаки, ведьмы. При жизни, которые пришли к вам на помощь и вам все подсказали, вас наставили.
У ваших недоброжелателей слетели защиты полностью. Вот их, короче, нет. И они к вам пришли сейчас за ресурсом от вас подпитаться. Если вы остановитесь и дадите себя жрать, ну, это ваш выбор. Но вы можете и не останавливаться. Вот, видите, вот здесь карта выбора выпадала. Вы сейчас на перекрестке. Ну, а куда уж вы повернете, свернете, это уже вам решать. Итак, теперь я смотрю 7-ю чакру. Хочу посмотреть, что здесь падает. По менталу, кстати, воздействует на вашу 7-ю чакру. Поработайте, вы же уже прокачали себя тут. Рассмотрите все вокруг, короче говоря. Расширьте кругозор, давайте я вам так скажу. Да, здесь нужно безотлагательно действовать. Ребята, здесь и сейчас действовать, защищаться, чиститься, кто что делает. На кладбище работа обязательно. Я же сказала. Ребята, на кладбище, на кладбище. Как бы это весело не звучало, но я вам говорю, здесь к вам выйдут вот эти ведьмы, колдуны, шаманы и всякие интересные из вашего рода. И у них будет пирушка. Они будут вашим недоброжелателям отваливать сюрпризы и подарки. А я все так же проверяю, работает ли камера. Да, ребят, вообще сегодня очень-очень мешают. Мешают. Ну, по поводу их вмешательства лично ко мне в пространство, это уже я отдельно от вас буду решать эти вопросы. Так. Свеча горит. Это хорошо. Смотрим с вами 7-ю вашу чакру. Ребятки, здесь лжец пытается, в общем, очень рвется к вам. Этот человек сейчас, это, ну тут просто без мата нельзя, вот, честное слово. Короче говоря, значит, оно жрало ваши ресурсы, вами питалось за счет вас, там, ну, вообще по жизни жило. Вы дали отпор, и это, ну, извините, оно так и есть, эта гнида сейчас становится на путь отомщения, оно еще и вам будет мстить, понимаете? Оно мстит, да, оно мстит, оно считает, что ваши ресурсы должны принадлежать ему. Но знаете, как я вам хочу объяснить? По сути, этот человек даже не предполагает, что без вас он ноль, просто ноль. Он считает, что это вы у него забираете, а вы всего лишь отбираете то, что вы вложили. Он не наполненный, понимаете? Из-за этого все его проблемы. Оно тут мстит, да, мстит. Здесь хоть лбом, знаете, вот, ну, об пол его долби. Вот так вот высшие силы и будут действовать по отношению к нему. Вот реально вот лбом об пол будут стучать, 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 пока он не дойдет к тому, что это не вы виноваты, а что он сам виноват. И что он вообще вашим всем пользовался, да, а теперь пришло время как бы, ну, отдавать то, что ты брал, не отдавал взамен. Ну, рано или поздно лавочка прикроется, ну, дружище.
Тем более в такое время, как сейчас. Вот что здесь, ребята. Вот что здесь. Что бы этот человек вам не говорил, не обещал, не пытался объяснить, это все блеф, потому что человек хочет вам любыми методами отомстить. Как же это так? Вы забрали свое из его пользования. Типа покаяться может прийти, попросить извинения, покаяться в том, что колдовал на вас. Даже так может быть. Кстати, об этом вы будете предупреждены через сны. И это будет ваше искушение. Знаете, в чем еще будет искушение? В том, что вы, давайте я вам скажу так, как должны обстоять дела в таких ситуациях. К вам приходит ваш недоброжелатель, а вы не должны его жалеть, а двигаться просто по пути своего предназначения. И отсекать все попытки и потуги воздействия на вас. Потому что впереди вас ждет заключение договоров с предками вашего рода. Это если по феншую пойдете, полезете к темным, там уже вам решать. И здесь нужно будет отречься от даже таких вещей, как разговоры об этом недоброжелателе. Вы должны полностью выкинуть из своей жизни не просто этого персонажа, вы должны сделать выводы, внимательно проанализировать ситуацию с этим человеком и впредь подобных ему личностей не впускать в свое пространство. В этом урок. Вы получите известие о том, что ваш недоброжелатель по высшему суду наказан. Что-то с ним произойдет. За то, что привороты делал, может в больничку попасть, полежать, подумать. Может авария, может еще что-то, какой-то несчастный случай. Не исключаю, что человека могут и в тюряшке закрыть, если у вас такой, знаете, деньги только воровством добываем, кого-то облапошить, надурить. Я не говорю слово «обибать». Вот, вы поняли, да, в каком случае. Если такой персонаж, любитель, знаете, чтобы пятая точка у него поиграла энтузиазмом, то есть там, знаете, как бы вам так сказать, есть такие недоразвитые люди, они просто адреналин повышают себе, и таким образом, знаете, как обдуривая тех же ментов, ту же налоговую и тому подобное, считают, что они, короче говоря, повышают свою самооценку, значимость в своих глазах. Это если совсем печальный случай. А если не совсем печальный, то будет какая-то интересная ситуация, о которой вы обязательно узнаете. Вам с предками, духами рода работать тоже обязательно. Очень хорошо пойдет ваше сотрудничество, налаживается и идет к лучшему. Так что такой у нас был расклад сегодня, ребятушки. Пишите мне ваши комментарии, как у вас там эта ситуация проигрывается. А я вам желаю добра этого мира. Пока-пока.